Всем привет! Сегодня мы возьмем интервью у человека, который недавно побывал в Южной Корее. Что-то типа блица, только ответы будут развернутыми. Первый вопрос. Цель поездки? Я не знаю, если честно. Никакой цели конкретной не было. Просто, наверное, посмотреть страну, посмотреть, как там работается. Ехал так, как бы наобум, что ли. Продолжительность? В итоге я пробыл там 4 месяца, даже чуть-чуть еще больше. Про погодные условия расскажи. Сезон дождей, действительно ли там все затапливает, наводнение? Когда я был конкретно в этом 2023 году, получается, ничего такого не было, можно сказать. Но по рассказам людей, которые видели предыдущий год, в 22-м все было просто ужасно. А 23-й он был такой. Осадков было мало. Как ты нашел квартиру? Воспользовался ли услугами посредников? Стоимость в месяц аренды? У меня там живет знакомый, который раньше меня туда уехал. И он, нашел, да. То есть он никуда не ходил, ничего не смотрел. Просто, я не знаю, объявления какие-то или как-то через, может, онлайн. В общем, как-то он вышел на владельца Кашевона, это такие здания типа общежитий, наверное. И просто он с ним созвонился, есть места, есть, и меня туда направил, дал мне адрес, я туда поехал. В итоге, правда, я не смог с ним договориться, и я вышел на улицу и пошел просто по улице, там оказались еще такие же здания, организации, общаги. И в итоге в другой договорился. Нет, не потому что языка не знал, потому что... хотя да. Он хотел, чтобы... у него в здании в основном жили настоящие корейцы, то есть коренные. Либо те, кто говорит прям хорошо. Это было одно из его требований. Мы смогли его преодолеть, но потом он стал еще какие-то условия ставить. То ему надо было это, в общем, он мне надоел, я просто пошел в другое место. И никакими агентами я не пользовался, посредниками. Я просто вышел на улицу, прошелся и начал заходить в разные здания. И таким образом нашел человека, с которым было легко и просто договориться. Мне все понравилось. И таким общим образом, простым, относительно просто все это произошло. В месяц я платил 350 тысяч вон. Комната, кстати, относительно большая была. Туда, куда меня направил знакомый, там было вообще просто не развернуться. А здесь стояла кровать и кухонный гарнитур, там встроена была и стиралка, и плита, и даже раковина на кухне была, душ тоже в комнате. И еще оставалось место, чтобы свободно ходить, я не знаю. То есть помимо всех этих вещей, в длину было метра, как минимум 3, наверное, может даже чуть больше, и в ширину, 1,5, может. Затрудняюсь общую квадратуру называть, вполне комфортно. Что еще? По стоимости там был 200 тысяч залог. То есть вначале ты платишь 200 тысяч, и когда съезжаешь, тебе его возвращают. Там в условии было такое, что если ты потеряешь ключ, то 50 тысяч они заберут. 50 тысяч вон, да. Стоимость билетов туда и обратно, и минимальная сумма, которую нужно взять с собой на первое время. Я вылетал из Алматы, чуть меньше $500 получается, в один конец. То есть туда-сюда, почти 1000. А если искать какие-то дешевые билеты, может быть, через сервисы типа Aviasales, там можно еще чуть-чуть сэкономить, может, $100, 200. В среднем на 1000 надо ориентироваться. Если вдруг заранее не получилось купить, прям в последний момент, то может быть чуть больше. Может, 1200, 1300 туда-сюда. Сколько с собой взять? Я брал 1900. Я не буду вдаваться в подробности, мне пришлось пользоваться этими деньгами даже тогда, когда я получал зарплату. Но на самом деле я мог бы потратить очень мало, меньше 1000. По факту я истратил, я не помню, 1000 с чем-то. Но просто у меня так сложились обстоятельства, я не хотел трогать зарплату, именно корейскую. Если бы я сразу брал оттуда деньги, то... первое время что нужно было снять, да? 350 тысяч вон, это сколько? Это где-то, меньше $300, 200 с чем-то.
И залог, да, у меня был приличный залог 200 тысяч, бывает еще меньше в кэшелонах, бывает вообще без залога. То есть, где-то $500, наверное, уже в первый день придется потратить. И пока не получил зарплату, чтобы питаться по утрам или по выходным, когда на заводе не кормят, 1000, если хорошо прям питаться, наверное, можно 1000 истратить, так, я думаю, чуть меньше. До первой зарплаты меньше 1000 должно хватить. Но про запас лучше взять хотя бы 1500, я думаю, надо иметь. На всякий случай, мало ли что. Как ты нашел работу и в какой срок? Через посредника, его комиссия? Работу я нашел еще не выезжая в Корею, в Телеграме. Там полно. Можно сказать, даже договорился заранее. Но они все говорят, что когда будешь в Корее, тогда и обращайся, потому что если ты приедешь не через день, не через два, то, может, кто-то другой уже выйдет, поэтому нет смысла. И когда я уже приехал туда, оттуда позвонил, все сказали, выходи, когда хочешь. Вот этот человек, который подал объявление, он сам там же работал, и его комиссия была 100 тысяч вон. То есть потом я, получив зарплату, отдал ему. На который день ты вышел на работу? Обед, вкусно или нет? Я приехал, на следующий день прошел регистрацию в иммиграционке, и потом на третий день, получается, уже вышел на работу. Обед, да, бесплатный. Если есть переработка, то есть после 8 часов еще работаешь, тогда еще и ужин. Вкусно, да. Вкусно, особенно в начале кажется, что очень вкусно, потом надоедает, как и любая еда. Но там было довольно-таки разнообразно, то есть не однотипное меню. Каждый день старались что-то разное готовить, и в целом было много вариантов. То есть всю неделю, каждый день можно разное что-то есть. Говорят, что в Корее вся еда острая. В основном, наверное, так, но у нас столовая, где можно было выбрать, типа шведский стол. Там есть как бы разные блюда, разные салаты, ты что-то себе накладываешь, что-то нет. И в принципе почти всегда можно что-то такое терпимое себе собрать, чтобы было не слишком остро. Единственное, суп я попробовал один раз и больше не стал его никогда брать, потому что он острый и промыть его невозможно. То есть как еще делают, берут чашку с водой и что-то там, допустим, капусту тоже, если слишком остро, можно сполоснуть, да, она станет менее острой, более съедобной. С супом такое не получается, поэтому суп я вообще никогда не брал. ID-карта, какие документы, фото, размеры, анкета, посредники, готовность, срок? Честно говоря, сейчас уже смутно помню ID-карт. Там 2 фотографии нужно 3,5 на 4,5. Да, фото надо, наверное, у себя делать в своей стране, потому что будет дешевле. В Корее там стоят такие автоматы, кабинки. Там человека нет, ты заходишь, автоматически тебя фотографируют. Я не помню, сколько штук, то ли 6, то ли 8. 10 тысяч вон это стоит. Да, где-то $8 получается. Какие еще документы там нужны были? Виза, естественно, паспорт, да. И еще там надо заполнить кучу всяких листочков. Анкета, да, там помимо самой анкеты еще какие-то бланки. Не все на английском, есть один бланк, который чисто на корейском. Но в принципе, если использовать тот же Google переводчик, можно понять, что там написано. И можно самому без посредника обойтись. Довольно много времени я потратил на заполнение этих бумаг. Потом они сами как-то тоже не очень, сотрудники, разбираются, потому что по итогу оказалось, что чуть ли не половина из них было не нужно, когда я пошел сдавать. То есть тот, кто выдает бланки, тот, кто принимает, есть некая несогласованность. Готовность через месяц. Вот я пришел такого-то числа, ровно такого же числа следующего месяца тебе говорят прийти. В моем случае это ID действует 1 год, через год надо продлевать, но я не очень понял, вроде как, если ты знаешь корейский, может быть тебе на 2 года сделать, но не знаю, нужно тест какой-то предоставлять, то есть результаты теста или как это делается, и я не интересовался, и вообще не знаю, правда ли это. Многие еще говорят, что надо заранее продлевать, то есть за месяц до истечения срока зачем-то туда ехать. Мне сказали, что не нужно. Можешь прийти прямо в этот же день. То есть в последний день тебе сразу же там ставят следующую дату на этой же айдишке. Там сзади есть специальные поля, можно дописывать. И все. То есть еще месяц ждать не надо при продлении. Приходишь, сразу же тебе продлевают и уходишь, и все. Проблемы на работе без ID, начисление зарплаты, банковская карта?
проблемы нет, если ты говоришь, что ты подал заявку на оформление ID, то тебя берут, но зарплату тебе не начислят, потому что у тебя нет банковской карты, а карту без ID открыть невозможно в Корее. Более того, помимо самого ID, нужно вообще для открытия любого счета нужен документ, справка с места работы. То есть это такой идиотизм своего рода, потому что, допустим, мой знакомый хотел бизнес открыть, то есть он нигде не работает, а ему сказали то же самое, и он не мог просто вот взять и открыть карточку, счет в банке. Вот. Но это работает не везде. Есть некоторые банки, которые не требуют справку с места работы. Есть не банки, а некоторые отделения. То есть в одном отделении могут потребовать, в другом нет. И есть еще как бы на кого попадешь. То есть какой-то менеджер может сказать: ладно, сделаем без справки. То есть даже такое бывает. В итоге я сделал без этой справки, мой знакомый тоже смог сделать, обойдя несколько банков и несколько менеджеров, он наткнулся на такого человека. То есть вот так вот это все странно работает. И первую зарплату, когда у меня еще не было ID, а без ID уже никак не получится открыть карту, мне начислили как раз на счет вот этого посредника, который давал объявление по работе. Он мне выдал потом наличку, но, правда, там был косяк, он как бы типа комиссии взял много. Правда, после я смог с него выбить эти деньги, но такой неприятный момент тоже. Вот. Но в целом, как бы все можно сделать, если есть человек, который тебя не кинет, да? То есть на чужой счет начислить. Расскажи про переработки, выходные, какая зарплата, усталость. Ну, до поездки в Корею я много слышал про страшные переработки. На самом деле это либо не так, либо просто мне попалась такая компания. Переработок было мало. Да, еще я поехал летом, а летом считается, что вообще, в принципе, на любом предприятии мало работы в Корее. Может быть, поэтому. Переработок было мало. Но они есть, и в моем случае нельзя было отказаться. Говорят, что есть компании, где можно отказаться. Выходные у меня были стандартные, суббота-воскресенье. Посредник говорил, что иногда в субботу приходится работать, но пока я там был, ни разу такого не было за 4 месяца. Насчет зарплаты тоже много дезинформации, как мне кажется. Часто говорят, что можно заработать $2000. Говорят, что можно больше 2 миллионов вон зарабатывать. У меня было не так. $2000 я и близко не зарабатывал. Ну, 1,5, даже не 1,5, может, чуть меньше. Так получилось, что доллар стал расти, вон падать, соответственно, и когда я работал, то есть выходило совсем мало, и даже у меня ни разу не было зарплаты 2 миллиона вон. Но близко, 1 900 000, где-то так. Налоги, да, естественно, платились, то есть я официально был трудоустроен. Мне сказали, ну так примерно, те, кто уже давно работает, что около 260 000 вон это налоги. Ну, с такой вот стандартной зарплатой, как у нас. То есть больше 2 миллионов не факт, что можно заработать. Ну и до $2000 там прям далеко. 1,5 это более реалистичная картина. Но опять же, я поехал не в сезон, то есть мало работы было, может быть, с этим связано. Усталость, ну это от работы зависит у меня. Ну, поначалу была, наверное, потом как-то привыкаешь. Ну, у меня сама работа была не слишком тяжелая. Были физические нагрузки, но это не так, что целый день. Иногда нужно там что-то поднять, перенести. Повторюсь, у меня было мало переработок, почти не было, поэтому, ну, усталость. Я бы не стал говорить, что прям сильная усталость. Может, первый месяц, может, второй немного, потом вообще это не чувствуется. Уважение к старшим, к начальству, поклоны. Насчет этого я тоже не сказал, что как-то сильно отличается от нашей страны. Ну, кланяться надо, да, но это вместо того, чтобы здороваться и там руки пожимать. Ну, с начальством-то не всегда руки жмешь даже у нас, а с другими сотрудниками помладше, ну, я бы сказал, что это удобно, мне понравилось. То есть, чем здороваться со всеми за руку, проще поклониться, намного удобнее. Уважение, ну, оно преувеличено, мне кажется, если там смотреть по фильмам или по роликам каких-то блогеров. Все довольно обыденно, и я бы не сказал, что это у них как-то прям вот возведено в какой-то важный ранг, но я этого не заметил. Все как у всех, мне так показалось.
Единственное, да, что кланяешься, но меня это вообще не напрягало, даже удобно. Цены на продукты, болезни, экономия на еде. Продукты дорогие, очень дорогие и супер дорогие. Ну, это просто там... Сначала ты в шоке пребываешь. Потом, если ты начинаешь сопоставлять с зарплатой, ты думаешь, ну, вроде ничего, нормально, да, но... Ну, например, булка хлеба. Понятно, что пшеница в Корее, как бы, наверное, не выращивается, привозная, скорее всего. Вот в Алмате она стоит 80 тенге. В Корее она стоит... Мне удавалось находить за 200, но это было один раз. В следующий раз я пошел туда, она уже выросла до 2500. В общем, в среднем 2500 булка хлеба. Вон, делим примерно на 3. 800 с чем-то тенге. То есть в 10 раз хлеб дороже. Ну, ладно, это хлеб, потому что для Кореи такой хлеб пшеничный, он не характерен. Возьмем рис. 3300 килограмм, 3300 вон. 1000, сейчас 1000 рис, да, но это рис хороший. А в Казахстане можно свободно найти рисовую сечку, которая стоит в разы дешевле, а в Корее ты ее просто не найдешь. Ну, может быть, я плохо искал. И мне абсолютно без разницы. Кстати, многие люди говорят, что в Корее какой-то вкусный рис. Я ел сечку здесь, я ел рис там, мне вообще без разницы. А сечка стоит раз, ну не в 10, но где-то раз в 7, в 6, может быть, дешевле. А рис для Казахстана это не характерная тоже еда. Поэтому продукты очень дорогие, мясо тоже дороже, конечно, значительно. Можно купить мясо где-то в 2 раза дороже, чем у нас, если оно уже старое. То есть сегодня, завтра последний день, там сроки годности истекают, тогда они делают большую скидку. А если брать свежее мясо, то может быть тоже в 5 и в 10 раз дороже, смотря какого качества мяса. Так вот, из-за того, что еда дорогая, мне показалось странным, что многие на YouTube говорят, что там можно хорошо питаться, и еда дешевая. Это совсем не так. Если не экономить на еде, и особенно если не готовить самому дома, не покупать, вот не искать по супермаркетам какие-то уцененные продукты, можно запросто где-то, я считал, 900 тысяч вон в месяц потратить запросто. Это почти половина зарплаты такой, которую я получал. Это совсем не дешево. Вот. Но даже если готовить самому, то тоже это прилично получается. Поэтому экономить надо. Я не заметил, что там выгоднее есть, что там можно лучше есть. Более того, я потерял 9 килограммов, пока там был. Понятно, наверное, это также из-за физической работы. Хотя в основном это из-за того, что я старался очень сильно экономить на еде. Потому что мне было неинтересно растратить все деньги и остаться ни с чем. Поэтому экономить надо, и без этого никак. И еда там не дешевая и недоступная. И я так не считаю. А по поводу болезней, ну я болел, простуда там или что, я не знаю, температура у меня была, насморк был, я ходил на работу. Ну, в общем-то, все так же, как и у нас. Хотя можно типа взять больничный, но у нас же часто тоже не берут, и там я тоже не брал. Лекарства я с собой взял, там ничего не покупал, так что насчет этого я не знаю. Единственное, что заметил, там часто всякие препараты, ну, наверное, те, которые без рецепта, естественно, либо биодобавки, либо простые какие-то препараты продаются прямо в супермаркетах. То есть не обязательно идти в аптеку. Удалось отбить все расходы и что-то заработать? Расходы, да, я не знаю, там, наверное, месяц. Ну, смотря, здесь, конечно же, зависит от того, какое жилье ты себе снимешь и сколько ты тратишь на еду, но первый месяц, ну, второй максимум, может, половина зарплаты от второго месяца ты можешь уже все отбить. Это я говорю, исходя из того, что я там пробовал 4 месяца. То есть вся эта аренда уже на второй зарплате отбивается. Так как страна чужая, я, ну не то чтобы я прям много потратил, но я по выходным куда-то ездил, даже в другие города, что-то смотрел. Поэтому, да, потратил немного больше, чем если просто там жить и никуда не ходить. Но отбить, конечно, все можно запросто и заработать тоже. За 4 месяца не особо, но если год там пробовать, то, я не знаю, какую-то сумму, наверное, можно более-менее значимую заработать, но тут от человека зависит. В целом впечатление от поездки, от корейцев? Да я бы не сказал, что есть какие-то впечатления.
Сеул и близлежащие города, где я был, они все выглядят более-менее одинаково, и они похожи на казахстанские города, если честно, так же, как и на какие-то другие. То есть где-то я еще был, ну, я был в Амстердаме, там сильно отличаются каналы, да, а все остальные города, они плюс-минус похожи. Есть центр, есть промышленные районы, и все это одинаково. Как бы у меня от увиденного никаких впечатлений нет. Другая еда, да, я не знаю, положительная или отрицательная, ну, как бы это мне запомнилось. Ну, какие-то постройки старинные, знаете, вот эти в китайском стиле, вот как пагоды вот эти, они все одинаковые. Один раз увидишь, да, может как-то интересно будет, потом ты уже вообще не впечатляешься. Какие еще впечатления? Я не знаю, ничего особенного. Корейцы всякие бывают, мне показалось. Ну, сотрудники, с которыми я работал, начальник, ну, скорее доброжелательные, никаких проблем не было. Никто на меня не орал. Ну, правда, я и не косячил особо по работе, так что повода не было. Да, показалось, что обычные люди, но единственное, я жил в районе, это типа русский район. Там в основном живут наши, из Узбекистана, из России, из Казахстана. И там, да, часто шумели по ночам. Пьяные крики, драки, полиция приезжала. Все это как бы не очень приятно, и на этом фоне чувствуется контраст. Ну, как бы я не жил в корейском районе, конечно, но, наверное, там такого не бывает, мне так кажется. То есть, наверное, корейцы более законопослушные, более адекватные. Знание английского языка на территории Кореи. Когда я только въехал вот из аэропорта, ехал в этот Кашевон, в общежитие, довольно много людей встретил, которые говорили. То есть я спрашивал, как, куда, на какой поезд сесть, в метро там, куда пересаживаться. Много людей знают. Мне так показалось. Но когда я уже доехал, в магазинах, допустим, пока жил вот за 4 месяца, на работе вообще никто, даже офис, где сидят вот менеджеры, бухгалтера, никто не знает английского. Вообще в магазинах очень редко можно наткнуться. В основном там, где косметику продают, там люди могут знать. Продажники, кассиры. Так практически никто не знает английского. И я не знаю, почему, когда ехал в метро, может быть, там больше жителей из какого-нибудь центра Сеула, которые более продвинутые. Просто мне повезло на них наткнуться. Вот, возможно, такие люди знают. А обычный народ вообще не знает английского. На работе корпоративы, давление, крики, ор. Ну, я уже сказал, что у меня начальство было хорошим, никто на меня не орал. Корпоративов у нас не было. Я не знаю, может быть, были у каких-то вышестоящих специалистов, да, но у простых рабочих вообще не было. Я ничего про это не слышал. И вообще, мне кажется, это вранье. Вот когда ты, особенно когда есть задержки, переработки, если ты живешь не при заводе, ты утром тратишь где-то, ну, я тратил 40 минут на поездку. Нас развозили. Ты там торчишь 12 часов на работе, если есть переработка. Потом обратно ехать дольше было, потому что был маршрут по-другому построенный. Я больше часа ехал обратно. То есть, по факту, ты где-то 14,5 часов тратишь на работу. И у тебя на сон чуть-чуть остается. Я не представляю, куда можно там корпоративы засунуть. Может быть, только один раз действительно в пятницу, когда неделя кончается. Вот просто я физически не представляю, как это возможно. Мне кажется, это вранье. Тоже перевирают, когда об этом говорят, что корейцы после работы постоянно пьют. Нету такого. Знание или незнание корейского языка? Ну, это зависит от того, где ты будешь работать. Допустим, есть объявление, когда ты ищешь работу, там прям сразу написано, что знать надо. А есть, где написано «неважно». Вот надо выбирать такую работу, если ты не знаешь язык, и никаких проблем нет. В целом, живя в Корее, все-таки нужен английский, потому что какие-то отдельные слова они знают. Ну, наверное, в школе все изучали. То есть как-то объясниться, зная базовый корейский и хотя бы базовый английский, легче. То есть с русским и корейским там будет сложновато. Английский нужен, даже если ты корейский знаешь, ну, как бы более-менее хорошо, все равно он помогает.
Если ты вообще не знаешь корейский, ну, наверное, будет прям тяжело. Надо прям сидеть в своем русском районе, где ты поселился, и в другие магазины, наверное, не ходить. Хотя на пальцах всегда все можно объяснить, я думаю. Ну и подводя итог, есть сожаление или ты рад такому опыту? Да, сожалений нет, наверное. То, что я рад такому опыту, тоже не могу сказать, потому что ожидания не оправдались. И я уже говорил, что все говорят, что там легко заработать $2000 в месяц, даже близко такой суммы нет. То есть разочарование по уровню зарплаты. Но у меня еще была такая дурацкая работа, где я ничему не научился. То есть это не что-то сложное, где ты приобретаешь какой-то навык. Но я бы не сказал, что есть сожаление. Посмотрел в другую страну. Это интересно, как минимум. На сегодня все. Всем пока. Пока.